Всем здравствуйте! Знаете, июнь — это просто потрясающее время. Кусты томатов стоят такие зеленые, мощные, появляются первые завязи, и, честно говоря, кажется, что все абсолютно под контролем. Но, к сожалению, эта безопасность — лишь иллюзия. Именно сейчас, вот в этой тихой, приятной, влажной среде, к нашим посадкам незаметно подкрадывается фитофтора. Да, это коварнейшее заболевание способно буквально стереть в порошок все наши труды. И самое страшное в чем? Сначала все выглядит идеально, а потом раз, проходит буквально 3-5 дней, и фитофтора полностью уничтожает растения. К августу остаются только черные, сгнившие плоды. Мы обсудим скрытую угрозу, разберем тройной биощит, правила обработки, важнейшую агротехнику, один секретный усилитель раствора и, конечно, ответим на частые вопросы. Часть первая. Скрытая угроза. Июньская иллюзия. Запомните, ждать, пока болезнь проявит себя темными пятнами, это уже слишком поздно. Нам нужно действовать исключительно на опережение. Вот тут часто возникает дилемма. С одной стороны, тяжелая химия на основе меди. Да, такие мощные средства действительно бьют по патогенам без промаха. Но послушайте, в июне, когда плоды уже активно завязываются, нам ведь хочется минимизировать эту токсичную нагрузку, так? Медь — это очень жесткий подход. А вот биопрепараты предлагают совершенно иную стратегию. Мягкую, но при этом невероятно стабильную защиту. И их самый-самый главный плюс — это абсолютная безопасность. Вы можете обработать кусты биопрепаратами, а уже на следующий день спокойно собирать урожай и есть его прямо с ветки, не опасаясь за здоровье. Переходим ко второй части — тройной биологический щит. И тут крайне важно понимать одну вещь. Мы говорим именно о многоуровневой системе, а не о каком-то одном волшебном флакончике. Давайте детально разберем нашу золотую тройку полезных бактерий и грибов. Наш первый эшелон обороны — это небезызвестная сенная палочка, или Bacillus subtilis. Она работает прямо по листу, оперативно подавляя грибок, так сказать, здесь и сейчас. Второй эшелон — это триходерма. Ее главная зона ответственности находится внизу. Это почва и растительные остатки. По сути, триходерма просто съедает патоген прямо в земле, не давая ему никаких шансов подняться к нашему растению. Ну и третий важнейший элемент — бактерия Bacillus amyloliquefacens. Вы наверняка встречали ее в составе таких препаратов, как аллерин или гомоир. Она действует как мощный армирующий барьер, дополнительно усиливая общую защиту. То есть, как видите, каждый элемент выполняет свою абсолютно уникальную функцию. Но здесь есть одно критически важное правило. Никогда, слышите, никогда не смешивайте эти препараты в одном баке. Их нужно только чередовать. Казалось бы, логично. Слил сенную палочку и триходерму в одно ведро, и получилось супероружие. Так? А вот и нет. На практике они просто начнут конкурировать друг с другом, и эффективность такого коктейля упадет до нуля. Какова же лучшая стратегия? Очень просто. Сегодня мы работаем с сенной палочкой по листу, а спустя несколько дней аккуратно вносим триходерму уже в почву. Часть третья. Правила обработки, а именно подготовка раствора. Ведь купить правильные бактерии — это только половина дела. Их еще нужно правильно разбудить. Знаете, какая самая частая оплошность? Развести порошок в воде и тут же, сломя голову, бежать опрыскивать кусты. Но стоп! Биопрепараты — это живые микроорганизмы. В упаковке они находятся в глубокой спячке, и им обязательно нужно время, чтобы проснуться. Поэтому шаг первый — разводим препарат исключительно в теплой воде. Шаг второй — набираемся терпения и ждем от 30 до 60 минут. Ну а шаг третий — само опрыскивание. Причем обрабатывать лист нужно не только сверху, но и обязательно снизу, ведь фитофтора просто обожает прятаться именно на нижней, более влажной стороне листа. Теперь, что касается сроков. Эффективность нашей биозащиты на все 100% зависит от регулярности и, конечно, от погоды. Смотрите, при нормальной сухой погоде мы проводим обработку каждые 5-7 дней. Все просто. Но если начинаются утренние туманы или зарядила сырая погода, наш ритм резко ускоряется. Опрыскивать придется каждые 3-4 дня. А если прошел дождь? Дождь банально физически смывает нашу защитную бактериальную пленку. Поэтому после дождя обработку нужно повторять незамедлительно. Погода диктует нам график, и нам просто необходимо к нему адаптироваться. Переходим к четвертому разделу — агротехника и золотое правило сухого листа. Скажу прямо, никакие, даже самые дорогие и качественные биологические опрыскивания не сработают, если в теплице стоят глухие, непроходимые джунгли. Дело в том, что фитофтора просто обожает стоячий воздух и высокую влажность. Это ее рай. Чтобы его разрушить, нам нужны 4 строгих правила агротехники.
Первое – безжалостно удаляем нижние листья вплоть до первой кисти, почва должна проветриваться. Второе – своевременное пасынкование. Избавляемся от лишнего загущения и боковых побегов. Третье – полив осуществляем строго под корень, вообще никакого дождевания по листу. И четвертое правило – поливать нужно только утром. Ни в коем случае не вечером, чтобы к ночи теплица успела как следует просохнуть. Поверьте, сухой лист – это уже половина победы над болезнью. Но что делать, если первые подозрительные пятна все-таки появились? Главное правило — никакой паники. Наша биозащита все еще может спасти ситуацию, если вовремя добавить санитарные меры. Пораженные листья нужно сразу же аккуратно срезать и унести как можно дальше от теплицы. Затем максимально усиливаем вентиляцию, открываем настежь все двери, все форточки, и только после этого спокойно продолжаем наш цикл биозащиты. Раннее обнаружение проблемы плюс холодная голова и быстрые действия — вот что решает все. А теперь 5-й пункт. Тот самый секретный усилитель раствора. Это невероятно простое, копеечное домашнее средство, которое буквально меняет правила игры. А вы наверняка замечали, что листья томатов очень гладкие. И обычная вода с полезными бактериями зачастую просто скатывается с них на землю, как с гуся вода. Чтобы микрофлора успела надежно закрепиться на листе и создать там колонию, нам нужен прилипатель. Рецепт элементарный. На 10 литров уже готового раствора мы добавляем всего 1 чайную ложку обычного жидкого мыла. Или, как вариант, 50 мл обычного молока. Они сработают как мягкое поверхностно-активное вещество. В итоге наш раствор мягко обволакивает лист и задерживается на нем, давая бактериям достаточно времени, чтобы начать свою работу по защите от фитофторы. Простейший трюк, но работает просто феноменально. И, наконец, наш заключительный, 6-й блок. Давайте ответим на частые вопросы и развеем парочку популярных мифов о биопрепаратах. Один из самых частых вопросов звучит так. А вот почему у соседей за забором вообще никаких обработок нет, а помидоры стоят целехоненькие и не болеют? Разгадка всегда кроется в деталях. Во-первых, у соседей может быть посажен совершенно другой, более устойчивый к болезням гибрид томатов. Во-вторых, их теплица может быть по-другому расположена, что создает там уникальный сухой микроклимат с идеальным сквозняком. Поэтому чужой успех нельзя слепо копировать. Помните, что микроусловия на каждом метре земли абсолютно индивидуальны. Еще одно популярное сомнение – действительно ли так необходимо повторять обработку сразу после дождя? Да, да и еще раз да. Наш биологический щит — это тончайшая невидимая пленка из живых бактерий на поверхности листа, и интенсивный дождь действует на нее буквально как душ, физически смывая все покрытие. Если кусты оставить без повторной обработки, патогенная фитофтора воспользуется моментом и мгновенно атакует беззащитное растение. Так что правило незыблемо: прошел дождь, сразу повторяем обработку. Подводя итог нашему сегодняшнему разбору, хочу подчеркнуть ключевую мысль. Настоящий биологический щит работает только тогда, когда есть система. Это не какая-то разовая волшебная таблетка, которую кинул и забыл. Это грамотная комбинация. Правильное чередование препаратов, вдумчивая подготовка раствора, железная регулярность и, конечно же, строгая агротехника. Проактивная и систематическая забота всегда, слышите, всегда превосходит судорожные попытки спасти урожай агрессивной химией в самую последнюю минуту. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!